Тема заинтересует начинающих охотников и всех тех людей, которые просто любят ножи и все связанное с ними. Привет, народ! Сегодня поговорим о ножах. Каким должен быть нож охотника. Итак, начнем. Какой же должен быть нож охотника? Находясь в охотничьем магазине, у нас разбегаются глаза. Ведь так велик выбор. И чем круче магазин, тем больше ассортиментов он представляет. И вот наша реальность. Нам труднее выбирать. Хочется нож для открывания консервов. И для раздела трофея тоже. А на что готовить его в лесу? Конечно же, на костре. Так надо и для дров тоже взять что-нибудь. Может, складной? Или цельный взять? Если честно, да любой. Но есть маленькие нюансы, которые сэкономят ваши деньги и силы. Нож для охоты выбирайте по несколько критериям. Вес. Почему вес так важен, знаете? Ведь этот ваш любимый нож будете весь день на себе таскать. И чем больше времени проходит, вы понимаете, что если он слишком тяжелый, он вам надоедает. И хочется от него избавиться. И поверьте на слово, приходит момент, когда вы его забросите дома и никогда его больше не возьмете на охоту. Эргономика также важна, потому что если вы нож держите в руках неудобно, чем больше времени вы будете пользоваться этим ножом, тем быстрее у вас появятся на руках мозоли и неприятные ощущения от ножа. Поэтому на эргономику заостряйте внимание. Визуализация. Ну а куда же без стиля? Если визуально нож вам не нравится, само собой вы его с собой таскать никогда не будете. А тем более при друзьях, когда вы его вытаскиваете, конечно, хочется похвастаться. Хочется удивить своих друзей и подчеркнуть свою харизму. И это нормально, ребята. Ну а каким ножом пользуюсь я, поделюсь с вами, с моими друзьями, подписчиками, с которыми нередко переписываемся. Спасибо вам, друзья, за подписки. Это тактический нож Predator 14N от компании Muela. Muela — испанская контора, которая делает прекрасные ножи. Я счастливый обладатель этого крутого, настоящего брутального ножа. Посмотрите, какой он стильный. А эргономика у него, знаете, какая? В руках держишь, не выскользнет ни за что. Им я пользуюсь, не знаю, уже 2 года, как новый. Посмотрите, а сколько он в жизни повидал. Лезвие довольно редко требует заточку. И это одна из причин, почему я приобрел именно этот нож. Если ножи тупятся нелегко, их точить тоже очень сложно, ребята. Хочу заострить внимание неопытных охотников. Ножом, которым тушку обрабатываете дикого животного, не пользуйтесь для принятия пищи без термальной обработки или для нарезки таких продуктов, которые не будут обрабатываться в дальнейшем термически. Лучше иметь 2 ножа. Один для обработки тушки,
а второй для фруктов и овощей. В чем же причина? Дикое мясо может быть, мягко говоря, нездоровым. Опытным глазом всего лишь можно определить малую часть проблемы. Вот некоторые признаки, при наличии которых мясо диких животных нельзя употреблять и которые можно определить, не обращаясь в лабораторию. Если через 20 минут после того, как разрезали тушку, в местах задней части из мест порезов появляются белые черви нитевидной формы размером до 40 см, это значит, что мясо, сами понимаете, заражено. Если печень животного покрыта водяными пузырями, в них находятся зародыши опасного паразита. И при употреблении такой печени в пищу, печень человека также поражается данным паразитом. Болезнь сложно диагностировать, и протекает оно в тяжелой форме. Как я уже отметил, это лишь малая часть заболеваний, которыми можно заразиться через мясо диких животных. Поэтому без лабораторных анализов не обойтись. Ну, если, конечно, вы не любитель рисковать своей жизнью. Как мне кажется, вроде я смог передать свой опыт и знания за эти несколько минут, которые собирались годами. Ну а под конец, ребята, скажу вам, что лучший нож это тот, который у вас есть в данный момент. Если он вам нравится, приносит удовольствие и радость, вам не нужны советы. Всем пока и желаю приятно проводить время на охотах. Это парафиновые блинчики. Как их делать, научу я вас обязательно.